Добрый день, друзья! Рад всех приветствовать в студии Вестника Кавказа. С вами передача «Токсичный диалог». Меня зовут Александр Каргин. И сегодня у нас в гостях писатель, общественный деятель Николай Стариков. Приветствую вас, Николай. Добрый день. Мы поговорим об обеспечении интересов России в отношениях с ближайшим окружением, с постсоветскими странами. Я предлагаю остановиться прежде всего на Каспийском регионе, на Кавказе, на Средней Азии. Возможно, немного успеем поговорить еще о Ближнем Востоке. Хочу начать с общего. Как вы считаете, каковы сегодня интересы России в части взаимодействия с постсоветскими республиками? Что сегодня для нас самое главное? Вы знаете, очень часто сейчас говорят, что Украина является примером. Мне кажется, что это пример того, каких отношений не должно быть. То есть Россия заинтересована в дружеских отношениях со всем постсоветским пространством, которое в большей степени является нашими соседями. На практике все очень просто. Нам нужно торговать, хорошие отношения, и чтобы ни в коем случае наши соседи не были использованы против нас. Нам важно иметь с ними такие союзнические, партнерские отношения? Когда мы говорим о политике, что такое союзнические отношения, это очень сложный вопрос. Конечно, хорошо бы, чтобы это было не просто добрососедство, а уже дружба какая-то оформленная. Но, с другой стороны, и просто добрососедство, мне кажется, во многих случаях вполне достаточно. Смотрите, например, за влияние в некоторых регионах, например, в Средней Азии, Россия конкурирует с стратегическими партнерами на данный момент. Я говорю про Китай, про Иран. Как быть с этим? То есть, что для нас, опять же, здесь в этом плане первичней? Первично соблюдение своих интересов. Во всех смыслах. А наши интересы наладить взаимоотношения с соседями и в том числе отстоять свой приоритет в принципиальных для нас вопросах во взаимоотношениях с другими партнерами, которые, может быть, хотя Китай тоже наш сосед, Иран тоже наш сосед, не с постсоветскими странами, с ними надо отстаивать приоритет своих интересов в той политике, которая нас сближает. Это очень важно. То есть приоритеты именно наши позиции, наши интересы. Я правильно вас понимаю? Конечно. Попробуем более предметно. Кавказ. Поговорим о Южном Кавказе. Какие здесь сейчас интересы у России? Чего нам ждать, особенно в условиях тех меняющихся обстоятельств, которые мы наблюдаем, в условиях происходящего в Грузии? Смотрите, я бы чуть-чуть карту, подвинул для того, чтобы посмотреть с обратной стороны. Хаос с Ближнего Востока через территорию Сирии стучится в Турцию, чтобы дальше быть, на мой взгляд, транслированным именно в пределы России. На их пути находится Грузия, Армения, с определенной степени, Азербайджан. Угу. Это уже хороший повод для того, чтобы найти какие-то точки взаимопонимания, потому что Грузия, Армения сейчас в разной степени конфликта с Западом находятся и в разной степени дружественности с Россией. Причем мы видим, к сожалению, движение в обратную сторону. То есть Армения становится все менее дружественной, а Грузия, наоборот, преодолевает печальное наследство периода Саакашвили и становится все более, наверное, не дружественной, лояльной России. И в этом смысле мы заинтересованы, чтобы в этих странах все было стабильно. А наши противники должны их дестабилизировать, чтобы потом попытаться дестабилизировать нас. Мне кажется, это хорошая почва для договоренности. Кстати, заметьте, Грузия не присоединилась к санкциям антироссийским после 2022 года. Как вы считаете, что помогло тогда грузинскому руководству не пойти, устоять и не присоединиться к этим санкциям, где они черпали силы, чтобы сделать правильный выбор? Я думаю, что власти Грузии черпали силы в любви к грузинскому народу и еще в здравомыслии. Потому что сначала ты вводишь санкции, потом ты поддерживаешь еще что-то, а потом ты воюешь. И, собственно говоря, этот путь они остановили на самом первом шаге. То, что сейчас происходит в Грузии, это попытка, по сути, перетянуть Грузию в евролагерь. То есть это они проиграли выборы и пытаются просто устроить обычный Евромайдан. Не совсем так. Они пытаются убрать от власти тех, кто не дает реализоваться на территории Грузии западным планам, о которых мы сейчас с вами говорим. Ровно так же Запад ведет себя во всех точках. Например, в России
последовательно, ну, года с 2008 мы видим постоянные попытки убрать от власти нашего национального лидера и президента, потому что он отказывается и, конечно, будет отказываться действовать в интересах Запада. Поэтому они все время хотели произвести рокировку на политическом Олимпе для того, чтобы дальше изменить политику России. Вот точно так же сегодня они действуют в отношении и Грузии, но и других стран. Давайте немножко про Азербайджан поговорим. Каковы сейчас отношения России и Азербайджана? Насколько повлияли на эти отношения декларация о союзническом взаимодействии? Чего ждать? Ну, я думаю, что отношения действительно дружественные. При этом у Азербайджана к России нет каких-либо претензий. Я имею в виду сейчас даже не исторического характера, а, наверное, если хотите, постсоветского или еще какого бы то ни было еще. То есть, ну, отношения действительно хорошие и дружеские. Но мы понимаем, что Азербайджан, с одной стороны, имея хорошие отношения с Россией, с другой стороны, имеет не менее хорошие отношения с Турцией. А у нас с Турцией отношения такие вот полномасштабные. Там есть и светлые стороны, и туда, куда падает тень от прошлых и каких-то настоящих обид. Поэтому отношения с Азербайджаном, они все-таки не могут рассматриваться как вещь в вакууме. Там присутствует еще третий всегда. И это придает нашим отношениям такую интересную динамику. Но согласитесь, все-таки Азербайджан сегодня становится таким более самостоятельным игроком. И в плане ресурсов, да, у Азербайджана очень серьезные нефтяные ресурсы и все, что с этим связано. И мы видим, что в военно-политическом плане Азербайджан все больше и больше играет абсолютно самостоятельную независимую роль. Безусловно, это есть. Но Азербайджан и его взаимоотношения с Турцией – это скорее пример того, как могут быть внешним миром восприняты определенные действия. Ну, смотрите, если Россия говорит, Россия и Украина – это один народ, в чем я, например, не сомневаюсь. Что нам говорит Запад? Нет. Ни в коем случае. Это разные народы и разные государства. Когда Азербайджан говорит, мы с Турцией один народ, но государства у нас разные. Запад говорит, да, конечно, никаких проблем. Есть еще один пример – Молдавия и Румыния. Когда Румыния говорит, да, собственно говоря, Молдавии и нет никакой, есть одни румыны, Запад говорит, да, мы с этим согласны. То есть азербайджанскому руководству удалось выстроить отношения не только с Турцией, но и с внешним миром, который тоже на Азербайджан очень хорошо давит, чтобы вот эту вот особенность положения Азербайджана как-то отстоять. Ну, собственно говоря, ситуация, при котором не один родственные народы могут иметь разные государства, она, кстати, не уникальна. Там тот же арабский народ и более 2 десятков государств, по сути. Да, хотя, там, условно говоря, там, арабы из Иордании и арабы из Объединенных Арабских Эмиратов – это, по сути, части одного большого народа арабского. Но они поделились очень. Да, ну какая разница, но тем не менее. Я, кстати, еще подумал в дополнение к тому, что вы сказали, в части вот как раз самостоятельной роли Азербайджана, ведь есть парадокс, Турция сегодня враждует с Израилем, а у Азербайджана, например, с Израилем абсолютно очень такие добрые, хорошие отношения, мы это видим. То есть тоже здесь Азербайджан, получается, выступает в качестве такого самостоятельного фактора. Ну, во-первых, да, а с другой стороны, это повод задуматься, а действительно ли столь враждебные отношения между Турцией и Израилем. Ну, про это, может, еще успеем поговорить. Не знаю, Эрдоган говорит. Ну, как в анекдоте, знаете, и вы тоже говорите. Слышу. Посмотрим. Нет, в каких-то планах, знаете, я думаю, что иногда, если кто-то что-то говорит и хоть как-то подтверждает действиями, то можно прислушиваться. Вот, Эрдоган все-таки подтверждает. Про Армению вопрос. Вот мы, опять же, наблюдаем, что Армения явно пытается, скажем так, переехать, здесь так можно выразиться, да, геополитически переехать в Евроатлантику. Да, в Европу, быть там и так далее. И тем не менее, что-то еще держит политическое руководство Армении, опять же, в политическом плане на Кавказе. То есть этот процесс, он идет, но как бы, не полностью. Вот что все-таки не дает им полностью интегрироваться туда? Исторические события, историческая память армянского народа. Я думаю, что, пожалуй, русский и армянский народ, они
теснее всего переплелись, хотя и другие народы тоже, в каком-то историческом контексте. Ну, то есть переженились, переехали по различным областям друг друга. Вот никаких проблем вообще не существует и не существовало. И в этот момент нужно, как вы говорите, Армению транспортировать в Евроатлантику. А якорь-то есть, якорь-то не дает вот этому самому переезду. В этом и проблема, ну, в кавычках проблема нынешнего армянского руководства. Им хотелось бы найти в прошлом обоснование их нынешних действий, а они найти их там не могут. Но здесь мне, знаете, что хочется сказать? Вот когда кого-то зовут куда-то, там, Евросоюз, там, не знаю, в Евроатлантику, как вы сказали, вопрос, а вы зачем там нужны, в каком качестве? Когда вас приглашают на банкет, главное убедиться, что вы не в качестве блюда на стол приглашены. Не в качестве, так сказать, животного, которого приготовят для этого прекрасного пиршества. Что страны постсоветского пространства могут принести Евроатлантике? Что? Положение. Свое географическое, геополитическое положение. Это значит, что их изначально готовят как плацдармы, инструменты борьбы с теми, кого евроатлантисты считают противниками. Ну, то есть мы и Китай. А когда ты предоставляешь свою территорию в качестве полигона или поля битвы, то ты превращаешься в Украину со всеми печальными последствиями. Я правильно понимаю, что ну, фактически нынешнее политическое руководство Армении таким образом ведет свою страну к очень негативным последствиям? Ну, конечно. Если вы будете с вековыми врагами объединяться против вековых друзей, то ни к чему хорошему это не может привести, просто потому что в мире ничего нового не происходит в политическом. Если мы посмотрим, например, Ближний Восток, соперничество, это те же самые державы. Персидская держава, Турецкая Османская империя, те же англичане и Россия на подходе к Ближнему Востоку. Если мы возьмем там 19 век или даже начало 20-го. Да, да. Завершая тему региона, то есть вот мне вот интересный такой, знаете, Николай, парадокс. Получается, что Армения, которая долгие годы была союзницей в той или иной степени России, от России сейчас откровенно отходит, да, отстраняется. А Азербайджан, наоборот, становится все ближе России, все ближе и ближе. Вот эти тенденции, они будут сохраняться, и насколько, во-первых, тенденции про Азербайджан и Россию, да, сохранятся ли они, и будут ли усиливаться. И если мы говорим про Армению, ждать ли вообще какого-то изменения политического ландшафта в Армении? Поскольку мы с вами неофициальные лица, я бы сказал, что очень бы хотелось увидеть изменения политического ландшафта в Армении в сторону здравого смысла. Я думаю, что Армении это пошло бы только на пользу. Вы спрашиваете, почему такая разница? Я вам напомню, в Армении прошла цветная революция, в Азербайджане цветная революция не прошла. И в Грузии она тоже не проходит. Вот, собственно говоря, и разница. Если вы что-то делаете, и у вас это получается, за этим идут определенные последствия. А если ничего не получилось, то и последствий вы не наблюдаете. То есть, по сути, стабильность власти, которая есть в Азербайджане, она обеспечивает вот такие нормальные отношения с Россией и вообще процветание страны. Конечно. Если бы Западу, не дай бог, удалось там произвести перемены, в плохом смысле слова, мы бы увидели более враждебную позицию наших соседей. Давайте поговорим немножко о Средней Азии. Там вроде все спокойнее, но как бы это спокойствие, оно тоже периодически нарушается, да, и мы помним события 22 года, января 22 в Казахстане. Вот как вы считаете, с начала СВО насколько изменились отношения России и среднеазиатских республик? Я думаю, что никак не изменились, вообще не изменились. Потому что Средняя Азия находится сегодня в перекрестии интересов России, Китая, Запада. В целом же это такой большой бурлящий котел, под которым Запад с удовольствием хотел бы повысить градус, разворошив этот регион. У него пока это, слава богу, не получается, но попытки не будут оставлены, поэтому это должна быть зона особого внимания для нас. А что касается Казахстана, я рискну предположить, что то, что мы наблюдали в январе 2022 года, было определенным ложным действием Запада для того, чтобы создать у нас иллюзию, что мы можем за несколько дней
навести порядок в относительно большом государстве. Потому что до сих пор так и не ясно до конца, что там происходило, почему происходило именно так, и почему все по мановению волшебной палочки буквально в течение нескольких дней закончилось. Если мы к этому добавим за полгода до этого буквально убегание американцев из Афганистана без видимой причины, то, на мой взгляд, это была операцией создания иллюзии слабости Запада в преддверии начала специальной военной операции, когда руководство Российской Федерации взвешивало все против и за, и вот определенные аргументы Запад старался таким образом подкинуть. Но это сугубо моя точка зрения. А вообще, если брать отношения России и Казахстана, вот то, что Россия, по сути, спасла в начале 2022 года государственность, да, в этой стране, да, так сильно помогла через институты ОДКБ, это как-то повлияло на конкретно отношения двух стран? Это показало всем, что, к сожалению, сегодняшние даже очень успешные и крепкие государства, такие как Казахстан, могут быть за несколько дней поставлены в сложнейшее положение. Это первое. Второе, что у этих государств есть друзья, которые готовы помочь. Это Россия, это два. И третье, мы, наверное, имеем право рассчитывать на определенную благодарность или уважение со стороны наших казахстанских друзей за то, что Россия в сложный период поддержала Казахстан. Но поскольку мы с вами говорим о политике, то мы можем рассчитывать и надеяться. А уже время покажет, что в итоге мы с вами получим. После прихода к власти Шавката Мирзиева в Узбекистане, на ваш взгляд, как-то изменились контакты между нашими двумя странами? Есть прямо видные признаки этого. Все-таки роль личности в истории никто не отменял. И роль личности в политике тоже. Есть с кем вам приятно разговаривать, кто к вам расположен и кто вызывает расположение у вас. Просто посмотрите на частоту встреч президента Российской Федерации и президента Узбекистана. И видно, что двум президентам очень комфортно друг с другом. А если глава Российской Федерации испытывает симпатии к главе Узбекистана, я думаю, что это только благотворно сказывается на отношениях между странами. А если говорить про взаимоотношения с Таджикистаном, с Киргизией, что здесь? И тут еще ведь, если мы говорим про Таджикистан и Киргизстан, то между двумя этими странами периодически возникает напряженность. Напряженность связана с водой, так сказать, с главным ресурсом в Средней Азии. У России есть взаимоотношения с каждым из постсоветских государств. Есть, наверное, взаимные претензии. Я бы сейчас не хотел там в сферу миграции уходить. Я просто вижу, когда я прихожу в какое-то присутственное место, магазин или еще куда-то, или в такси какой-то водитель, выходец из Средней Азии. Я, конечно, не всегда могу определить, из какой страны приехал человек. Поэтому разговариваю, спрашиваю. Но я вижу одно. Если человек приехал из Киргизии, он говорит по-русски, как мы с вами. Большей частью без малейшего акцента. Я не знаю, чем вызван этот парадокс. Но я считаю, что это, конечно, облегчает взаимодействие с выходцами из этой страны, потому что у нас все-таки всегда, если человек говорит по-русски так же, как я, то, скорее всего, он знаком с русской культурой, у него нет языкового барьера, и ему проще интегрироваться, находиться, работать здесь. Поэтому в данном случае я думаю, что Киргизия может быть определенным примером для других постсоветских государств. А Таджикистан? И, все-таки будем тоже откровенны, какое-то миграционное напряжение есть между Россией и Таджикистаном. Да, знаете, я не скажу, что я глубоко погружен в взаимоотношения России и Таджикистана, но мне не очень понятно, почему между Россией и Таджикистаном существует отдельное соглашение, которое благоприятствует миграции таджикского населения в Российскую Федерацию. Мне, как гражданину Российской Федерации, это непонятно. Мне понятно, когда каждому гражданину Украины после соответствующей проверки ФСБ выдают российский паспорт. У меня вопросов нет. Это один народ. Мне понятно, почему нужно приглашать выходцев с Запада, которые хотят убежать от всего, что там творится.
А почему выходцы из Таджикистана на каком-то особом основании быстро получают российское гражданство, мне непонятно. И особенно это становится непонятным на фоне террористического акта в Крокус-Сити, который, к сожалению, осуществили во многом выходцы из Таджикистана. Понятно, что весь народ не отвечает за нескольких выродков. Это ясно. Но вопросы, которые были менее острыми после того, что произошло, они зазвучали совсем по-другому. Вот сейчас очень скоро, скажем так, да, инаугурация Дональда Трампа. Да, он вступает в свою должность. Понятно, что будет многое меняться. Мы сейчас немножко с вами об этом поговорим, но если применительно вот к этим двум регионам, Средняя Азия и Кавказ, как геополитическая конкуренция за эти два региона, насколько на ней отразится приход Трампа? Средняя Азия, конечно, в опасной зоне, в красной зоне. Потому что, когда вы говорите, что что-то изменится с приходом Трампа, не изменится ничего. Цели останутся американской политики те же самые, изменятся способы их реализации. Вы не верите в то, что будет разрядка, как-то умиротворение, как-то спокойнее что станет? Вы считаете, что американцы продолжат в своем то же самое? Во-первых, я знаю, что слово «разрядка», Хельсинские соглашения и вот это все привело в итоге к крушению Советского Союза и было всего лишь хитрым политическим маневром Запада, который, так сказать, товарищ Брежнев, которому спасибо за наше счастливое детство, почему-то все это съел и проглотил как наживку. Поэтому второй раз покупаться на это не стоит. А это уже, наверное, не второй, а третий или четвертый. Никакой разницы нет. Американцы ни с кем договариваться не хотят. Они хотят использовать нас как инструмент своей антикитайской политики. Для этого им нужны инструменты против нас. Это инструмент Украина, это ситуация на Ближнем Востоке, и это все остальное окружение постсоветское вокруг наших границ. Поэтому ситуация в Средней Азии, не дай бог, даст им возможность, как они хотели бы, влиять на Россию, и чуть-чуть влиять на Китай, потому что там есть Уйгурский автономный округ, и тоже это, собственно, подбрюшье не только России, но и Китая. Американская администрация будет действовать также в тех же направлениях, только более нагло и решительно. Вот в этом будет разница. Все остальное – это цирк с конями, обращать внимание на которые стоит только с точки зрения того, как одеты кони, но это все лишь маневр. Например, в части Грузии, вы считаете, что они заморозят ситуацию, они не будут как-то педалировать при Трампе или будут поддерживать там разные оппозиционные партии? Я думаю, что они сейчас доведут до определенного уровня отсутствия отношений, диппаспорта заморозили, чтобы больно сделать, да, там то сделали, то, и немножко успокоиться. Потому что, сколько можно ходить на эти бессмысленные демонстрации, если там никого не убивают. Поскольку убить кого-нибудь у американцев не получается, и на новый уровень вывести все эти демонстрации, потихонечку они сойдут на нет. Парламентарии так или иначе вернутся в парламент, президентша улетит и будет вместе с Тихановской жарить котлеты. Она уже не президент. Она будет говорить, что она президентша. И будет... Потому что уже нового избрали. Конечно. А новый будет исполнять те обязанности, которые должен исполнять президент Грузии. Но они будут готовиться когда-нибудь, как можно быстрее, государственный переворот, цветная революция, террористический акт или еще что-то. Расслабляться нельзя, когда имеешь дело с англичанами и американцами. Чуть-чуть про Ближний Восток. Трамп, он более такой произраильский. Он себя так позиционирует. И сейчас мы наблюдали падение правительства Асада в Сирии. Вот насколько вот такая переориентация Америки, да, в связи с произраильской позицией Трампа, в связи с последними событиями, насколько вот эта переориентация Америки на Ближний Восток, в том числе на Ливан, Иран и так далее, все вместе, да, насколько это высвободит дополнительные ресурсы для России для решения каких-то проблем на других, скажем так, геополитических площадках, в том числе на Кавказе, в том числе на Средней Азии? Но у американцев ресурсов, к сожалению, хватает, потому что они их рисуют из воздуха. Военный бюджет растет.
Не, про военное мы сейчас поговорим. Я именно политологически, что, может быть, американцы просто станет уже не до всего остального. Да нет, ну что, у них в их разведках и центрах размышлений, так сказать, у них хватает и сотрудников, и направлений. Это раз. Во-вторых, я не вижу какого-то перенаправления. Потому что Дональд Трамп говорит, что на Ближнем Востоке ничего не происходит. Там все нормально. Это как раз обуславливает его произраильская позиция. Он не видит ничего предрассудительного в действиях Израиля. И не увидит. Поэтому нам надо рассчитывать на русского солдата. И очень хочется рассчитывать на русского дипломата, который потом закрепит достижения русского солдата. Надежды на Дональда Трампа, на, не знаю, высадку инопланетян, на разум Европейского Союза. Мне кажется, что это все такое вот очень шаткое. Поэтому у России только два союзника – армия и флот. Вот это, мне кажется, мы должны с вами помнить. В целом, есть такое ощущение, что Трамп, скажем так, забудет про постсоветское пространство, ну плюс-минус, понятно, что он просто будет не до этого, а что он кинет все силы на противостояние с Китаем, и тут у нас, конечно, главная точка – это Тайвань, и на противостояние с Ираном, ну, который, я напомню, что официальная позиция Трампа, да, а в данном случае речь шла о его жизни, да, официальная позиция Трампа по результатам покушения на него, что это пытались сделать именно иранцы. Ну, а кто же еще-то, да? Нет, мы не даем этому оценку. Я имею в виду, что это значит, что вот, ну, он видит их прям как врагов, людей, которые пытались его устранить. Совершенно верно. Скорее всего, значит, он просто не будет другими вещами заниматься, или в меньшей степени будет. Ну, к сожалению, географическая карта не терпит пустоты. Поэтому, если у Китая, с одной стороны, маленький Тайвань, размером, кстати, с озера Байкал, представьте себе, то, с другой стороны, Средняя Азия. Поэтому ее постараются использовать и против Китая тоже. Не только против нас. Ну, а что касается Ирана, то да, это давняя боль американской демократии с 1979 года. Они всячески хотят Иран получить под свой контроль. Ничего не получается, но они будут продолжать, они не будут останавливаться. Что же касается заявления Трампа о том, что в него якобы стрелял Иран, это была присяга глубинному государству, которое по итогам выборов, как мы видим, была принята. Ну, что я имею в виду? Ну, нам же очевидно, что Иран не имеет никакого отношения к покушению на Трампа. Это просто, ну, смешно думать иначе. Поэтому, когда здравомыслящий кандидат в президенты, избранный президент США, получив пулю в голову и чудом оставшись жить, ухо на голове все-таки, не на ногах, согласен, да? Выходит и на голубом глазу говорит: в меня стрелял Иран, то... Он не совсем так говорит. Все равно. Меня стрелял Иран. В этом смысл. То он говорит: даже вы меня пытались убить, я вас не обвиняю в этом. Он же сказал, что и служба секретная прекрасно работала. Все было здорово. То есть он не обвиняет тех, кто реально хотел его убить, переводит стрелки на их врагов, а тем самым демонстрирует свою политическую адекватность и лояльность с точки зрения глубинного государства. Вот хотел сказать, заметьте, но при этом, то есть все то, что вы говорите, логика понятна, но при этом вот это руководство секретной службы и так далее, он сейчас меняет полностью. То есть одно дело то, что было заявлено формально, другое дело, что его реальные действия. Он полностью меняет всех силовиков. Ну, руководство, то, что его охраняли и поменяли сразу после покушения. Тем более. Но он меняет, он имеет на это право. Нет, я 100%. Поэтому он и меняет. Но мог этого и не делать, если он им дал присягу. Он меняет, потому что там, например, руководство ЦРУ, он сам их, ФБР, он сам поставил этого человека, этот человек его предал, осуществлял обыски, рылся в вещах его жены, оскорбил его лично. Поэтому Дональд Трамп меняет того, кого необходимо поменять. Но это... Он всех там меняет, всех силовиков. Ну, это обычная американская история. Скорее удивительно, что вот председатель ФБР как-то там пересидел Дональда Трампа, но он его предал. То есть он убирает тех, кто его когда-то уже предал. А это предательство произошло, по историческим меркам, совсем недавно. Если вот закрывать историю отношений США, не США, а Ирана в данном случае, Трампа и Ирана, а дальше посмотрим, что будет. Иран считает Трампа виновным, и в принципе, Трамп это и не отрицает, да, в уничтожении генерала Сулеймани, главы КСИРа. Трамп отдал приказ о его ликвидации. И в этом смысле
скажем так, то, что, еще раз, я не знаю, кто покушался на Трампа, но то, что у Ирана есть серьезные претензии к Трампу, ну, звучит обоснованно, звучит логично. Но на Трампа покушалось глубинное государство. Стрелял вовсе не тот молодой человек, которого застрелил снайпер. Я слышу вас, слышу вашу позицию. Вы вот так считаете, но при этом вы, скажем так, вы исключаете, что между Трампом и Трамповской Америкой и Ираном будет какая-то большая война? Или все-таки это высоко вероятно? Еще раз, кто стрелял в Трампа, ваше мнение я услышал. Я лично точно не знаю. Но в любом случае, ведь между ними есть противостояние про Трампа и Иран. Серьезное противостояние. Будет война? Это противостояние вызвано не тем, что лично Дональд Трамп не нравится кому-то или кто-то не нравится Дональду Трампу, а тем, что Дональд Трамп президент США. Вот платформа для этого противостояния. Поэтому кто стрелял в него, не имеет никакого отношения к тому, как будет вести себя Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп на самом деле знает, кто стрелял. Точно так же, как те, кто втаскивал американские войска во Вьетнам, прекрасно знали, что Тонкинский инцидент высосан из пальца, и ничего там не происходило. Соединенные Штаты Америки постараются уничтожить Иран при первой возможности. Этой возможности Иран им никак не дает. Поэтому это не имеет отношения к личности ни Трампа, ни к его взаимоотношениям к Ирану. Это имеет отношение к общей позиции американской элиты, что Иран в его нынешнем виде для США неприемлем. Но неприемлемо уже сколько там? Почти 50 лет. Да? Так что это история в долгую. Угу. Про ближний вопрос, про Ближний Восток пару моментов интересует. Скажите, сейчас в последние дни идут разговоры о том, что, возможно, Израиль будет наносить удары по Ирану. Это активно муссируется по ядерной программе Ирана. Насколько это произойдет, не произойдет, непонятно. Но аналитики говорят, что одна из причин, почему у Израиля сейчас такой есть настрой, это то, что появилась возможность. После того, как рухнуло правительство Асада, Израиль уничтожил, там, по одним данным 80%, по другим данным 90% сирийского ПВО. И таким образом практически вся дорога, да, Иран и Израиль же не имеют общей границы, вся дорога от Израиля на Иран, она ничем не прикрыта. То есть там практически нет ПВО. Да, но есть иранский ПВО, понятно, в самом Иране, да, а вот там Сирия, Ирак практически открыты. И это там открывает какие-то дополнительные возможности для дозаправщиков, ну и так далее. Как вы считаете, будут ли такие удары нанесены? Если да, повлечет ли это большую войну? Уже думаю, между Израилем и Ираном. Во-первых, удары между Ираном и Израилем – это, увы, не новость этого года. Постоянно вся эта история поддерживалась. Дальше обратите внимание, как поменялась риторика. Раньше Израиль говорил, поскольку он на территории Сирии находится, в секторе Газа, в Ливане находятся иранские прокси, значит, вот Иран в чем-то виноват. Теперь нет ни первого, ни второго, ни третьего, по большому счету. А удары по ядерным объектам очень хочется наносить. Второе. Никогда не слышал, чтобы наличие у Сирии ПВО останавливало Израиль в его ударах по Ирану. Это тоже ложный предлог, который сегодня выдвигается. Он примерно выглядит так. Вы знаете, я достопочтенный человек, но мне очень нравится ваш костюм. Но обычно вы ходите с пистолетом. Поэтому я достопочтенный человек. А сегодня я знаю, что вы свой пистолет оставили дома. А ваш костюм мне по-прежнему нравится. Так вопрос ко мне. Я-то достопочтенный человек или вор и грабитель, которого останавливает только наличие пистолета? Вот, к сожалению, такая риторика дает только такую пищу для размышлений. Уверен, что если кто-то нанесет удары по ядерным объектам Ирана, это подтолкнет ядерную программу Ирана точно и ядерные программы всех остальных стран, которые ими занимаются. Потому что это называется агрессия и беспредел. Никакого повода сегодня для удара по Ирану не существует. Все остальное – это просто такие словесные упражнения. Это самая настоящая агрессия. Если она будет осуществлена, конечно. Кстати, по поводу того, что
есть какая-то реальность политическая, да, в которой, там, не знаю, если нет возможности что-то делать, то это не делается, а когда появляется такая возможность, то вдруг это случается, это же специфика, во-первых, это специфика вообще, мне кажется, ближневосточного региона, но это, конечно, специфика глобально всех практически игроков там. Я вот, ну не знаю, мне кажется, если бы у Израиля не было ядерного оружия, как известно, у Израиля его нет, но Голда Меир, у него была такая фраза, что у Израиля нет ядерного оружия, но если надо, Израиль его применит. Вот. Мне кажется, что если бы не было у Израиля ядерного оружия, в принципе, ситуация в небе Израиля уже давно была бы совсем другой. То есть вот этот ядерный фактор, он вообще очень сильный, скажем так, носит очень сильно сдерживающий характер. И вот в этой связи такой вопрос. А зачем вообще вот сейчас вот этот идет разгон про то, что Израиль будет наносить удары по Ирану? Ведь по логике событий у Ирана явные есть сейчас геополитические проблемы. Да? Проблемы в Сирии, проблемы в Ливане, ослабла Хизбалла, проблема с Хамасом. То есть наоборот, в такой ситуации с Ираном надо вести переговоры. То есть обычно, когда у кого-то проблемы, он более договороспособен. То есть может ли быть так, что вот эти угрозы нанесения удара – это попытка подготовить такую более выгодную почву для переговоров? Ну, я не очень представляю себе переговоры между Ираном и Израилем. Я не понимаю повода для переговоров. У них нет спорных территорий. У них нет исторических обид. Не пытаться друг друга уничтожить. Ну, так просто не наносите удары по ядерным объектам Ирана. Не, ну это понятно. И все. До этого Иран наносил по Израилю от вас удары. много не требуется. Не, это там все-таки взаимная история. Остановитесь. Сейчас давайте так. Иран сегодня Израилю никак не угрожает. Это первое. Дальше. Несколько противников Израиля в предыдущих войнах полностью разрушены. Сирия разрушена, Ирак не в той форме, Ливии больше не существует. Ну, остался Египет, но я что-то... Ливан. Ну, Ливан, наверное, не является угрозой безопасности Израиля в той мере, в которой являлись все эти страны вместе. И Египет тоже как-то имеет вполне себе хорошие отношения с Израилем. Что Израилю угрожает? Ответ. Мне кажется, больше всего Израилю угрожает израильская внешняя политика. И поэтому, когда вы сегодня говорите о том, что может быть, то несколько причин может быть. Суд над Нетаньяху. Да, вот в качестве какого-то аргумента положим на стол. И мы это видели уже неоднократно, буквально за последние месяцы от Нетаньяху, когда он в каких-то своих личных интересах действовал против Хамас, против Хизбаллы. Лично мое глубокое убеждение, что и трагедия 7 октября 2023, по-моему, года, да, если не ошибаюсь, она является плодом не случайности трагической, а сознательной игры в поддавки на самом высшем израильском руководстве. Вот лично у меня нет сомнений ни на минуту. Это провокация для того, чтобы дальше дать Израилю повод делать то, что он делает, а на самом деле Нетаньяху решить свои политические проблемы. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы Израиль сегодня остановился. Нет угроз Израилю. Нет угроз Израилю такой степени, чтобы надо было вспоминать выражение Голды Меир про ядерное оружие. Таких угроз вообще не существует. Так что мне кажется, что можно выдохнуть и остановиться. Ну, к справедливости ради надо отметить, что Иран, скажем так, практически в своей политической доктрине говорит о том, что они хотят уничтожить Израиль. И эта политическая доктрина пока не изменилась. Вот, о том, что в принципе такая политическая доктрина это есть некая проблема, уже не раз различные представители России говорили, да, при том, что у нас союзнические отношения с Ираном, но тем не менее, вот, если Иран получит ядерное оружие, то, конечно, последствия сложно этого предсказать. Я могу сказать, что с своей стороны я, конечно, против, чтобы Израиль наносил какие-то удары по Ирану. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Да, это очевидно. Просто, скажем так, тот факт, что когда одна страна, да, которая многократно больше, да, и сильнее того же Израиля, да, Иран просто, если мы посмотрим на карту, несравнимо больше Израиля. Когда Иран постоянно говорит о том, что Израиля не должно существовать, понятно, что в Израиле это вызывает определенную степень напряжения. Хочется в этой связи, вот, проведя такую, скажем так, такую параллель, уехать на Дальний Восток и спросить про конфликты там.
там ведь тоже постоянно что-то кипит, тоже постоянно есть какое-то такое напряжение. Про Китай и Тайвань мы сегодня уже затронули. Есть Северная и Южная Корея. В Южной Корее вообще недавно какой-то цирк творился. Там президент вводил военное положение, потом это отменялось, потом выяснилось, что это просто национальная традиция там такая, сажать президентов. Ну, каждый развлекается так, как хочет. Вот как вы оцениваете ситуацию в Южной и Северной Корее? Да, ну и пару слов хочется про Японию и Китай, потому что Япония и Китай это все-таки такие геополитические противники, классические в том регионе. Как вот у них все будет складываться? Ну, что касается Северной и Южной Кореи, оператор тот же самый, кто огонек повышает или понижает, это американцы. Когда им нужно, повышают этот огонек. Что случилось в Южной Корее, это такой политический нонсенс, когда для того, чтобы не сесть, президент ввел военное положение, чтобы парламентарии не могли собраться и проголосовать за его импичмент, что послужило поводом для них собраться, объявить ему импичмент, и для него поводом теперь сесть. Тут же все стали изучать историю Южной Кореи и с удивлением выяснили, что с 1947 года только один президент не сел. Все остальные сели, застрелились, получили Нобелевские премии. Иногда все это было совмещено, как говорится, вот я хотел сказать, да, когда это совмещается человеке. Особо, да. Там, видимо, есть определенные традиции демократии. Посидеть надо либо до, либо после президентского срока. Ну, вот так. Действующему еще недавно президенту не захотелось продолжать эту традицию, но он ее, тем не менее, продолжит. Решение проблемы Северного и Южного части Кореи не существует в том виде, в котором оно могло бы устроить обе страны. Никогда не будет примирения, объединения Кореи? Ну, вот смотрите, ГДР, ФРГ, они не примирились. Одна часть съела другую. Потому что Советский Союз, который стоял за другой частью, просто сдал своего союзника американцам. Сейчас давайте посмотрим, что Россия заключила договор с Северной Кореей. Там есть настоящие союзнические пункты, да, о военной помощи. За Южной Кореей стоят американцы. Поэтому здесь никакой возможности для этого не существует. Что касается Японии и Китая, то американцам надо кого-то вооружать против Китая. Надеюсь, что ничего не получится у них в деле использования России матушки против Китая. Поэтому им нужны дублеры. Дублеры – это Япония, Индия, некий AUKUS, вот они пытаются как-то это все слеплять. Но Японии нужен большой военный бюджет, фактически отказ от послевоенной конституции, да, с ее силами самообороны, запретом применять силы за рубежом и так далее и тому подобное. Но американцы двигаются в этом направлении, потому что им очень быстро нужна война кого-то с Китаем. Тайвань – это вообще не тот размер, это повод. Тайвань, 20 миллионов населения Тайваня, то есть уже как бы много, как население Украины, да, вот оно примерно сейчас вот такого. Но Китай – это 1,2 миллиарда. И размеры Тайваня очень маленькие. То есть Тайвань принципиален только одним. Он дает Западу повод вмешиваться, демонизировать Китай, обосновывать свои санкции и вот, значит, мазать Китай черной краской. Потому что позиция Запада очень странная. Мы признаем, что Китай и Тайвань – это единое целое, которое управляется из Пекина, да, принцип одного Китая. Но тут же мы поставляем второй части оружие, не имея с ней ни дипломатических отношений. Ну и вообще Тайвань не является членом ООН. Да, слышу вас. Пару слов об Африке. В Африке у России довольно серьезные интересы. Как вы считаете, в связи с последними событиями в Сирии, какая будет ситуация для России в Африке? Что-то для нас изменится, не изменится? Будет ли, скажем так, нарастать противостояние с Францией, да, прежде всего, конечно, в северной части Африки? Ну, смотрите, я 2 раза в прошлом году, в уходящем году был в Африке, поэтому видел все это своими глазами. Ситуация в Сирии, она напрямую никак не влияет на ситуацию в Африке. Я имею в виду, логистика в Африку у нас какая есть, такая и будет. Она не сильно от этого усложнится. Главной, на мой взгляд, нашей проблемой в Африке является отсутствие глобальных экономических проектов, больших, которыми мы могли бы целый ряд африканских государств перетянуть на свою сторону, предложить им альтернативу. Пока мы предлагаем какие-то локальные вещи, которые в целом не могут полностью отвернуть государства, которые идут в фарватере Запада, на нашу сторону. Но в качестве такого примера приведу, например, Ангола. 50-летие независимости будет отмечаться в этом году. И именно в этом году в Анголе пройдет саммит
США, Африка. Почему именно там? Ну, вот американцы стараются перетянуть эту страну на свою сторону, и у них есть глобальный проект логистический. Там строится, достраивается, доводится до ума железная дорога от месторождений Заира и Республики Конго через территорию Анголы в порт Лабиту, а оттуда морским путем в Соединенные Штаты Америки. Это мега глобальный проект, это огромнейшие деньги. Ангола в этом заинтересована. То есть, вот такого рода проекты, там, может быть, совместно с Китаем, может быть, наши отдельно, были бы для нас крайне важны. В целом ситуация в Сирии, конечно, будет использоваться нашими противниками, чтобы посеять сомнения в силе России. Ну, это как бы очевидно. То есть, будут приходить и говорить, видите, вот там что происходит, вот у вас произойдет. Я думаю, Запад попытается осуществить какие-то государственные перевороты, надо жестко это все пресечь. А может быть, где-нибудь народ как раз и выберет еще свободу и присоединится к поясу государств Сахеля, который избавляется от колониальной зависимости. То есть, Сирия будет скорее как информационный повод использоваться, нежели как какая-то реальная ситуация, которая окажет влияние на события в Африке. Скажем так, насколько вообще такая глобальная интеграция России в Африку, насколько она сейчас нам нужна? То есть надо ее увеличивать, либо, ну, понятно, что сохранять себя в Африке нужно, понятно, что это геополитический интерес, но насколько есть смысл все больше и больше туда вкладываться с учетом того, что, ну, регион с повышенными рисками, и уже был опыт у Советского Союза, когда была такая активная интеграция в африканское пространство, и даже, можно сказать, что побеждали там геополитически, но потом это очень мало что дало. Ну, это мало дало по одной простой причине, что Горбачев просто предал и продал все интересы Советского Союза, бросил все, что мы сделали, передал ту же ЮАР, в которой мы поддерживали черное большинство, борющееся против апартеида, в руки американцев. Они пришли в итоге к власти? Они пришли к власти, только мы от этого ничего не получили, потому что Горбачев сказал, что мы уходим и все там бросаем. Поэтому, конечно, в Африку надо идти, масштабировать, поддерживать бизнес, отстраивать логистику. Ну, просто из Москвы в Африку не так просто попасть. Сейчас, конечно, есть извиняющая ситуация, когда из Москвы вообще сложно куда-либо попасть авиационным путем, но это пройдет достаточно быстро. Вот эта логистика должна быть, конечно же, выстроена. Ну, а в целом Африка – это континент, в котором нас любят. Ни у одной страны Африки нет претензий к России. Исторической, еще какой-то. Только благодарность. Иногда может быть благодарность и вопрос в глазах, а сейчас как выглядят наши отношения, что вы нам дадите, чем поможете. Но просто нужно понимать, что Африка это действительно очень богатый континент, где живет огромное количество людей, и богатств там невероятное множество, а людей будет еще больше. Вот это понятно, да. Вот то, что вы нам дадите, это тоже понятно. А Африка, что Африка России даст? Во-первых, Африка даст место для добычи полезных ископаемых. Несмотря на то, что у нас огромная страна, у нас не все есть. И лишнего там точно нет. Это раз. Дальше. Африка – огромный рынок сбыта. И если мы его сейчас не используем на полную мощность, то надо его использовать. В-третьих, Африка дает нам возможность получить дополнительные голоса в ООН. Если надо, ну, мне кажется, геополитическое влияние, может быть, какие-то военные контингенты, да, но почему бы, собственно говоря, для решения каких-либо задач это не использовать. И самое главное, не надо это стесняться, Африка дает нам возможность создавать проблемы тем, кто создает проблемы нам. Чтобы их желание создавать нам проблемы становилось меньше. Потому что, когда бьют только по твоим воротам, возникает ощущение какой-то безнаказанности. Надо стараться закатывать мячик или шайбу, там, какой у нас вид спорта, в их ворота тоже. Пусть их вратарю будет немножко больно отбивать эти шайбы, а иногда где-то и пропустят. Ну и заключительный континент, о котором предлагаю поговорить, это Южная Америка. А я думал про Австралию. Нет. Вряд ли. Вот, там, конечно, в Новой Зеландии можно обсудить проблему маори, да? Вот, Южная Америка. Как вы оцениваете перспективы ситуации там? В принципе, можно сказать, что континент сейчас немножко делится, да? То есть, с одной стороны, есть такое более левосоциалистическое правительство в Бразилии, с другой стороны, праволибертарианское в Аргентине. И вот между ними видно, что разворачивается такая экономическая модель противостояния и конкуренции.
И внутри каждой из стран тоже есть свои оппоненты. То есть нельзя сказать, что Бразилия, она вот там абсолютно едина. Да? Там у Болсонару, у прошлого президента, есть немало сторонников, точно так же, как у президента Милея, нынешнего президента Аргентины, есть противники тоже внутри страны. Вот эта конкуренция между левыми и правыми в Южной Америке, что она дает России, каковы перспективы, ну и так далее. Она дает понимание, в чем разница между суверенной политикой и политикой несуверенной. Вот смотрите, президент Милей, при всех странностях, да, что он сделал за время своего президентства? Первое, он отменил социальные льготы. Ну, то есть, начал приватизацию, шоковую терапию. Мы знаем, что это такое по 90-м годам. Дальше, он принял иудаизм, поддержал Израиль. Это да, иудаизм не принял. Ну, ладно, значит, журналисты врут, когда об этом пишут. Он получил итальянское гражданство. Есть шутка такая, что это в Аргентине она ходит. Я недавно услышал, просто посмеялся, что якобы он в частном разговоре сказал, что вот закончит быть президентом, ну, отработает, как бы, да, президентом Аргентины, после этого примет иудаизм и станет президентом в Израиле. То есть уже, да, вот так. Это шутка такая, да, я не знаю, насколько он правда это говорил. Ну, да? Мне кажется, что он все-таки по итогу поедет в другую страну. Я сейчас объясню, почему. Он получил итальянское гражданство по своим корням. Но согласитесь, когда вы являетесь президентом независимой большой страны, получать европейское гражданство, так, между прочим, выглядит как-то странно. А зачем оно вам? Вы же президент Аргентины, счастье, гордость и все такое. Он 62 тонны отправил англичанам. Это тем, с кем он якобы собирался мирно спорить и возвращать Фолклендские и Мальвинские острова. Ну, теперь понятно, когда он отдал англичанам почти весь золотой запас своей страны, конечно, англичане немедленно сразу вернут ему острова. Так что после того, как он перестанет быть президентом Аргентины, когда он там доразрушит все, что еще там функционирует, он уедет в Лондон жить. Там у него будет все хорошо, будет особняк. Может, ему выдадут из этих 62 тонн маленький кусочек такой золота, которым ему хватит. Ну, то есть, придают интересы Аргентины совершенно откровенно. Вот о чем речь. Мне кажется, что вот эти громкие заявления по поводу симпатии к Израилю, иудаизму, получения итальянского гражданства, они просто призваны замаскировать его предательскую деятельность по отношению к тем, с кем Аргентина относительно недавно воевала. Англичанам все отдал. Так что я думаю, что здесь это пример очень несуверенной политики. А что касается Бразилии, один из лидеров БРИКС, экономика здесь может быть чуть больше левым, чуть больше, так сказать, центристским. Но, тем не менее, я думаю, что Аргентина и Бразилия сейчас демонстрируют разницу между дружбой, единением с Россией, с другими здоровыми мировыми силами и действиями под американскую дудку. Вы считаете, что, скажем так, Бразилия будет стабильна? То есть вот с учетом вот этого внутреннего противостояния между сторонниками нынешнего президента и сторонниками прошлого президента? Я думаю, что это не примет какую-то очень серьезную... Это не отразится? Давайте, мы же в России. Это не отразится на отношениях Бразилии с Россией? Нет, не отразится. Потому что для Бразилии это выгодно, и мы не просим и не требуем от Бразилии ничего такого, что шло бы вразрез с ее национальными интересами. И давайте в завершение вернемся на Кавказ, в связи с тематикой нашего канала. Зангезурский коридор, он является такой очень важной, мне кажется, важнейшей деталью в том, будут ли налажены окончательные отношения между Азербайджаном и Арменией или нет. Потому что Азербайджану важно иметь связь между двумя своими составными, здесь надо пояснить, территориальными. Что он должен соединить Нахичевань с остальной территорией Азербайджана. Да, но при этом он проходит по территории Армении. Да? Теперь, для Азербайджана это еще очень важно с геополитической точки зрения, поскольку это позволит не проводить связь через Иран. А у Азербайджана и Ирана непростые порой бывают отношения. Вот сумеют ли договориться? Будет ли в итоге договоренность между Ереваном и Баку? Или нет? Появится этот коридор или не появится? Вы знаете, как показывает исторический опыт, я никого пугать не хочу, разговоры о транснациональном коридоре являются предвестником войны. Вот Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу, хотя до этого, примерно за полгода-год, стороны обсуждали совпадение, коридор из Восточной Пруссии через территорию Польши в Германию. Более того, Германия выдвигала очень умеренные требования провести референдум, и, соответственно, это будет либо
под эгидой одной страны, либо под эгидой другой. Но дальше Польша начала упорствовать, отказываться, провела всеобщую мобилизацию, заняла крайне недружественную Германии позицию, что в итоге, собственно говоря, и привело к Второй мировой войне. Я не оправдываю сейчас Германию, я просто показываю определенные исторические параллели. Был бы сделан этот коридор, возможно, события пошли бы иначе. Но Польша действовала не в интересах своей договоренности с Германией. Она действовала в интересах Великобритании, и по щелчку которой она, собственно говоря, и прервала все свои переговоры с немцами. Так что, когда в договоренности по экстерриториальному коридору, железнодорожному или автомобильному, появляется третья сторона, и одна из сторон действует или не бездействует под диктовку другой, это и дает возможность внешним силам провоцировать военный конфликт. Мы сегодня видим, что, к сожалению, Армения уж как-то, мягко говоря, тесно интегрируется с Евросоюзом под непонятные разговоры. Ну, то есть, ту же самую морковку, которую перед Грузией держали, перед Украиной, да. И если вот в интересах какой-то перспективы, вступления когда-то куда-то, одна из сторон займет очень неконструктивную позицию, то это создает опасную почву для возможного военного конфликта. Ну, заметьте, Азербайджан не говорит, что собирается нападать на Армению. Наоборот, он хочет исключительно решить все миром. Но мне кажется, что Зангезурский коридор, он, ну, скажем так, является некой для Азербайджана объективной составляющей, то есть необходимостью. Как им связывать свои территории? Я поясню свою позицию. Да? Когда Германия... Во-первых, мы не должны проводить полные исторические параллели. Если ситуации похожи, это не значит, что тот, кто похож на Германию, он такой же плохой, как Германия. Конечно же, нет. Дальше. События 1939 года могли развиваться как-то по-другому. Но внешняя сила провоцировала военный конфликт. Я правильно понимаю, извините, что перебью, что вы считаете, на Армению давят специально, чтобы Армения не пошла навстречу Азербайджану? Нет, сначала на Армению надавят для того, чтобы она пошла навстречу требованиям и просьбам Азербайджана и Турции. Потому что Турция тоже получает возможность вот это вот коридор, минуя территорию Ирана, и тоже в этом заинтересована. Армения согласится на это, пойдет на это. А потом в последний момент откажется. А потом армия освобождения чего-то от кого-то выстрелит где-то в кого-то из гранатомета. То есть, вот это создает почву для того, чтобы происходило. Накануне Второй мировой войны, если вы откроете некоторые мемуары, там написано, что рейсовые самолеты Люфтганзы, немецкие, обстреливались польской зенитной артиллерией. Вопрос, зачем? Было ли это? Сейчас очень сложно сказать. Дальше наступает зыбкая почва для провокаций третьей стороны в целях провокации военного конфликта. Поэтому здесь нет правых и виноватых. Здесь есть удобная ситуация для моделирования военного конфликта, потому что на подобных ситуациях военные конфликты, причем большие, как мы видим, уже создавались. Поэтому это очень осторожно нужно. Ваш прогноз, что Армения согласится на Зангезурский коридор, потом сама спровоцирует, и дальше события могут развиваться непредсказуемым образом. Это один из возможных сценариев развития событий. Вариант, что просто договорятся, есть? Нет, потому что внешним силам нужна война на границе с Россией. Вот все делается для того, чтобы сломать политическую волю России и использовать нас против Китая. Поэтому именно с этой колокольни надо смотреть на все происходящее. Ну и Армению в данном случае просто используют. Ну, может ли быть просто сосед России в ситуации, когда у каждого соседа России ищут болевые точки, чтобы настроить его против России? Ну, очевидно, что нет. Ну, и, соответственно, поскольку не получается настроить Азербайджан, да, используют Армению и пытаются дестабилизировать Грузию. Пытаются использовать весь инструментарий, который есть. Здесь сложно кого-то обвинять, просто нужно понимать, вот эта внешняя западная сила, какую цель она преследует. Она не ради блага, не ради процветания, не ради высокого уровня жизни, не принятия кого-то куда-то, а ради войны на границе России. Как это сделать? Для них это техника. Кто первым выстрелит, это еще большая техника. Им главное, чтобы эти выстрелы пошли и не остановились. Ну, собственно, это как и в XIX веке было все то же самое. Конечно. Николай, спасибо за разговор. Был рад вас видеть у нас в гостях. Всегда рад.